В огромном бассейне дельфины выполняли программу для зрителей, крутили обручи, перебрасывали мячик, выпрыгивали вверх, заливая хохочущих детишек брызгами воды. Один дельфин с огромной скоростью нарезал круги по периметру на радость зрителям. Тренер этих умных млекопитающих слегка улыбался от происходящего. Публика бесновалась от счастья. Дети вопили от восторга, когда на них попадали брызги, а взрослые клацали фотоаппаратами, чтобы успеть заснять своих чад на фоне дельфинов. Билли немного оглушило криками вокруг. Парень не представлял, как в этой обстановке приходится животным. Билли не пошел бы в дельфинарий, если бы не племянники. Сестра позвонила с просьбой отвезти неугомонных двойняшек на выступление, так как сама не успевала. Парень не смог отказаться и теперь сидел во втором ряду и постоянно одергивал племянников. Дети при виде дельфинов стали неуправляемыми и постоянно норовили залезть в воду. Впрочем, с такой проблемой столкнулся не только Билли, вокруг часто были слышны призывы родителей успокоиться и сесть на место. В бассейне плавали 3 дельфина. Билли не был специалистом, но ему казалось, что для 3 места в бассейне мало. Первые номера дельфины отработали дружно, а потом один из них нырнул и не захотел устраивать шоу. Выступление спасли 2 других артистов. Они вдохновенно пели в микрофон и красиво выпрыгивали. А потом на воду спустили небольшую надувную лодку. Среди зрителей устроили аукцион за место в лодке. То тут, то там поднимались руки в ответ на повышение ставки. Очень скоро сумма стала совершенно неприличной. Выиграл огромный пузатый дядька с такой же упитанной розовощекой девочкой. Счастливчик спустился к бассейну. С посадкой в лодку возникли проблемы. Тут же сбежался весь персонал дельфинария и помог залезть мужчине с девочкой. Дельфины взялись за специальные кольца. Невооруженным взглядом было видно, что 2 животным тяжело тащить грузных пассажиров, но зрители вместо сочувствия к дельфинам испытывали зависть к мужчине с девочкой. После 2 кругов по бассейну тренер пожалел о своих подопечных. Счастливчики вернулись в зрительный залив, а дельфины устало дрейфовали в воде. Теперь уже все 3 не хотели выполнять команды. Тренер тут же изменила программу. Пока дельфины отдыхали, публику развлекали морские котики. Дети пищали и хлопали в ладоши от радости, глядя на трюки животных с мячами. А Билли не мог оторвать взгляда от дельфинов. Они едва двигались и не горели желанием продолжать шоу, но после выступления морских котиков и угощения рыбой животные снова были готовы к трюкам. Животные нарисовали картину, которую тоже продали за большую сумму зрителям. Один из дельфинов подпрыгнул прямо возле публики. Билли щедро окатила брызгами. Парень непроизвольно облизал воду с губ и удивился, она не была соленой, хотя дельфины живут в соленых морях и океанах. Выступление наконец закончилось. Публика понемногу разбредалась, но каждый считал своим долгом засунуть руку в бассейн. А если повезет, то дотронуться до дельфина. Возле тренера выстроилась очередь. Толпа платила за фотографии с животными. Племянники тоже просили Билли подойти поближе, но у парня не было с собой достаточной суммы. Поэтому унылые дети стояли с другой стороны бассейна с завистью, наблюдая за фотосессией. К их восторгу, 3-й дельфин проплыл совсем близко, а потом высунул голову из воды и уставился на людей. Билли быстро сделал фото на телефон. Что-то во внешности животного насторожило парня. Он склонился над водой, чтобы рассмотреть дельфина получше. На шкуре животного были небольшие темные пятнышки. Билли раньше видел дельфинов только на фотографиях, но там никаких пятен не было. Удивленный парень поспешил снять несколько крупных планов. Животное перевело взгляд на Билли. У парня дрогнула рука. Он посмотрел в печальные, усталые глаза, и его сердце сжалось. Дельфину явно здесь было плохо. Племянники протянули руки, чтобы погладить торчащую из воды голову. Парень перехватил ладошки и мягко отвел назад. Он не успел объяснить детям, почему не нужно трогать дельфина. Тут же подлетел работник дельфинария и потребовал деньги за фото. Билли наврал, что не успел ничего сфотографировать. Парень забрал племянников, отправился на выход. Уже у дверей он услышал, как оставшимся посетителям предлагают купание с дельфинами за денежное вознаграждение. Дети с надеждой посмотрели на дядю, но тот только покачал головой. Билли отвез племянников домой, передал на руки сестре,
а потом пошел на свидание со своей девушкой. Дельфин все никак не выходил из головы парня. Свидание вышло посредственным. Билли постоянно задумывался и отвлекался. Девушка выслушала рассказ о случившемся, посмотрела на фото и развела бурную деятельность. Она написала нескольким зооактивистам, прилагая кадры, сделанные Билли. Довольно быстро ей ответили, что темные пятна на шкуре дельфина скорее всего результат действия пресной воды. Когда уровень соли в естественной среде обитания животных понижается, они начинают страдать от кожных заболеваний. Парень тут же вспомнил про несоленую воду в бассейне, подтверждая загадку. Весь вечер девушка придумывала обличающую статью. Она стажировалась в местной газете и считалась неплохим автором новостей. Но одной заметкой девушка не ограничилась. На следующий день новость прокатилась по всем региональным пабликам, появилась в нескольких газетах. К вечеру к дельфинарию собрались журналисты, но разозленный хозяин к животным их не пустил и сказал, что условия их содержания не хуже, чем на природе. Волна негодования не утихла. Теперь уже подключились зоозащитные организации и известные люди. К стенам дельфинария пришли студенты с требованием отпустить несчастных животных. Пикет хозяину не понравился. Он разругался со студентами и даже полез в драку. Полиция разняла участников и приняла заявление о плохом обращении с животными. Новость про дельфинов быстро разошлась по городу. И только благодаря этому хозяину дельфинария не удалось откупиться взятками. К животным приехала специальная комиссия с ветеринарами. Они осмотрели животных, взяли пробы воды. Оказалось, что бассейн наполнен не специально отфильтрованной морской водой, а жидкостью из-под крана. Дельфины действительно начали страдать от проблем с кожей. Всех животных изъяли. Перевозить и лечить их оказалось негде, поэтому отгородили небольшой залив у берега и перевели животных туда. Дельфины в море заметно повеселели. Им теперь не нужно было прыгать в кольце и петь на публику. Хотя ежедневно новости про животных просматривали тысячи людей. От соленой морской воды дельфинам сразу стало лучше. Билли хотел проведать животных, но его не пустили. Через несколько дней на побережье налетел сильный шторм. Небо накрыли черные тучи. Все вокруг замерло, а потом поднялся такой сильный ветер, что повалило несколько деревьев в городе. Люди прятались по домам, пережидая стихию. Билли тоже не высовывался на улицу. Он спокойно листал ленту новостей. На глаза попала заметка про успешное восстановление дельфинов, и парня по голове ударила мысль, если в городе такой шторм, то что же творится на побережье? Билли вскочил на велосипед и поехал к заливу. Порывы ветра иногда сбивали его на землю, но парень сумел добраться до берега. Там уже в панике убегали люди. Волны накатывали на берег, ломали заграждения, созданные для дельфинов. В одном месте крепление вырвало из песка, образовалась большая дыра. Двое дельфинов смогли через нее выбраться в открытое море и отплыли подальше от берега, чтобы спокойно переждать шторм на дне. Третьему животному не повезло. Дельфин запутался в ограждении и барахтался прямо у берега. Волны то выбрасывали животное на песок, то утягивали в глубину. Люди на берегу раздобыли кусачки, но не решались подойти к воде. «Чего же вы ждете? Его же сейчас просто перемелет волнами!» — воскликнул Билли. «Не хотим, чтоб нас перемололо», — угрюмо ответил мужчина с инструментом. Парень вырвал у него из рук кусачки и решительно пошел к воде. Волны сильно били по ногам, отчего Билли сразу же чуть не упал. Кто-то окликнул храбреца. К парню подбежали мужчины, обвязали его веревкой и пообещали вытянуть, если он уйдет под воду. Волны накрыли Билли с головой почти сразу, но он уцепился за край ограды и упрямо подбирался к животному. Дельфин уже расцарапал себе хвост. Вода окрасилась красным оттенком. Билли заработал кусачками. Он быстро разрезал кусок ловушки, но тут сильной волной парня сбило с ног, закрутило в воде и поволокло на дно. Не успел он как следует испугаться, как дернулась веревка, его потащили к берегу. Волна откатилась назад, и Билли жадно глотнул воздуха и тут же закашлял. Кто-то подхватил парня под руки и оттащил подальше от моря. Билли отдышался и снова направился к воде. На этот раз добраться до дельфина оказалось проще. Отплевываясь от воды и отчаянно цепляясь за остатки ограды, парень освободил хвост животного из ловушки.
Дельфин направился к дыре в ограде и стремительно исчез в море. Билли вытащили за веревку на берег. Парень отплевывался и дрожал на холодном ветру, но был безумно счастлив, что спас животное. Шторм утих только к следующему утру. Дельфинов искали, но они отошли далеко в море и возвращаться в неволю не собирались. Со временем история позабылась. Дельфинарий без дельфинов закрыли. Следующей весной Билли печально прогуливался по набережной. У него сломался рабочий ноутбук. Единственное, что парень успел сделать перед тем, как экран окончательно потух, перебросить важные рабочие файлы на телефон. Теперь Билли гулял на вынужденном выходном, дожидаясь нового дня. Возле причала было необычайно людно. Невольно парень заинтересовался и подошел поближе. Люди тыкали пальцами в воду. Билли тоже перегнулся через перила и с удивлением увидел дельфинов. Они высовывали головы, били по воде хвостами, что-то пели на своем мелодичном языке. Животные абсолютно не боялись толпы. Билли подумал, что это те самые дельфины из дельфинария. Он нагнулся еще ниже, чтобы рассмотреть животных. В этот момент телефон выпал из кармана и с тихим плеском ушел под воду. Парень в ужасе схватился за голову. На телефоне были все важные файлы, работа последних 2 месяцев. Билли с отчаянием подумал, что это конец, глубина у пристани большая, вряд ли он найдет телефон, просто ныряя раз за разом. Но внезапно прямо перед ним вынырнул дельфин. Животное держало телефон парня во рту. Дельфин приподнялся в воде, и Билли аккуратно взял свою драгоценность. «Спасибо», — счастливо сказал парень. Дельфин что-то пропищал в ответ и махнул хвостом. На коже животного отчетливо выделялись давние шрамы. Билли улыбнулся. Это был тот самый дельфин, которого он освобождал от пут. Животное отплыло на несколько метров, а затем сделало несколько трюков, выпрыгнув из воды на радость публике, наблюдавшей все на пристани. Так животное отблагодарило человека за свое спасение. Сейчас эти прыжки были сделаны по доброй воле дельфина, и от этого у парня на глазах появились слезы радости. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.